Политический взрыв. Зеленский заговорил о смерти Путина, послание Кремлю и обращение к россиянам. Признали поражение. Россия теряет регион. Z-блогеры пытаются дотянуться до Кремля. Россия отводит войска. Заявление о провале. На каком направлении и почему? Кто виноват? Спецслужбы Запада и Киева зашли в Москву. Открытие второго фронта. Новый формат войны. В НАТО заговорили о ликвидации военных России. Путину предложили протестировать альянс. Европа на опасной развилке. ЕС может помахать мирной жизни и пустить войну в дома европейцев. Когда? Внезапный прогноз от Орбана. США уводят союзника. Трамп запросил помощь у Лукашенко. Зеленский получил тревожный доклад. Кто хочет отправить президента под суд? Языковой скандал в Казахстане, а также удивительный шаг. Компания начала раздавать квартиры сотрудникам, чтобы те не увольнялись. Каковы условия? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Бредко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка. Как и всегда, прямо сейчас, если не сложно, нажмите лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. В НАТО заговорили о ликвидации военных России. Эстония проводит красную линию для Москвы. Глава МИД Маргус Цахна выступил с резким заявлением. По его словам, в случае пересечения эстонской границы зелеными человечками, это цитата, реакция будет немедленной и силовой, без обсуждений и компромиссов. Таллин указывает на нарастающую гибридную активность России по всей Европе. Цахна вспомнил о российских истребителях и нарушении воздушного пространства, вспомнил беспилотники в Польше, при этом в Таллине заявили, что при повторении угрозы воздушные цели будут уничтожаться. Цахна также считает, что соседней России нельзя доверять, ссылаясь на опыт Грузии, Крыма и востока Украины. По его оценке, любые мирные договоренности невозможны без ответственности. Кроме того, в интервью Цахна обратился к Путину и предложил проверить боеготовность Эстонии. Давайте послушаем. Мы наблюдаем за ними постоянно. У нас, например, много разных сообщений из Нарвы, города на границе с РФ. Скажу прямо, если когда-нибудь зеленые человечки пересекут нашу границу, мы будем в них стрелять. Такие будут последствия. Здесь нет никакой дискуссии. Если Россия не уверена, что мы действительно отреагируем, то могут нас протестировать. Европа на опасной развилке. ЕС может помахать мирной жизни и пустить войну в дома европейцев. В этом уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в ЕС доминируют силы, настаивающие на продолжении и расширении войны, тогда как Венгрия выступает за мир. Он не исключил, что 2025 год может стать для Европы последним мирным годом. Орбан вновь вспомнил о выделении денег Украине и заявил, что Венгрия в этом участвовать отказалась. При этом Орбан считает, что идет военная эскалация, которая связана с упадком Евросоюза, заявив, что Европа при этом теряет экономическую конкурентоспособность и пытается компенсировать это переходом к военной экономике. По его словам, ЕС мог избежать нынешней ситуации еще в 2022 году, но выбрал путь конфронтации. Орбан подчеркнул, напряжение нарастает, процесс втягивания Европы в войну продолжается, и если его не остановить, последствия могут стать необратимыми. Также Орбан считает, что Евросоюз сегодня находится в состоянии распада. Венгрия не выполняет миграционный пакт, за что нас штрафуют на 1 миллион евро в день. Поляки делают то же самое, что и мы, но их за это вознаграждают. Союз последовательно сужает суверенитет государств, при этом не в состоянии эффективно использовать полученные полномочия. Именно этот хаос сегодня царит в Брюсселе. Если не произойдет быстрой и глубокой реорганизации, а она возможна, распад дойдет до точки, после которой пути назад уже не будет. Тревожный сигнал для Банковой. Почти 40% украинцев считают, что Зеленский был причастен к коррупционным схемам в своем окружении. Такие данные показал опрос Социс. Детали публикует издание НВ. Еще 29% уверены, президент знал о коррупции, но лично в сделках не участвовал. Лишь около 19% респондентов полагают, что Зеленский не знал и не имел отношения к коррупционным действиям. При этом общество расколото, 30% считают, что доказательств причастности нет и он может снова баллотироваться в президенты, но 28% уверены, Зеленский должен понести политическую ответственность, а 30% говорят, что Зеленского надо отправить под суд. Опрос также показал, кого украинцы считают главными виновниками высокого уровня коррупции. Чаще всего называют Верховную Раду, затем президента и правительство. Под ударом доверия оказались и антикоррупционные органы. Зеленский готов к отводу войск, если Россия сделает то же самое. Об этом пишет Вашингтон-Пост, анализируя вчерашний заявленный Зеленским 20-пунктный мирный план, отредактированный в ходе последних переговоров. Украина готова к компромиссу, пишет издание.
Это предложение знаменует первый шаг Зеленского к какому-либо компромиссу по вопросу территории в Восточном Донбассе, полного контроля над которым требует Россия, несмотря на неудачи в военном захвате нескольких крупных городов. Вопрос территории остается одним из самых спорных в переговорах. Украина утверждает, что уступка своей земли лишь подтолкнет Россию к новым атакам. При этом западные медиа уточняют, что этот план не согласован с Россией, которая, вероятно, выступит против нескольких ключевых пунктов, включая требования об отводе сил обеих сторон из Восточной Украины. По данным Bloomberg, Россия намерена потребовать изменений в мирном плане США, рассматривая его как отправную точку. Путин будет добиваться внесения ключевых изменений, включая дополнительные ограничения для вооруженных сил Киева. Об этом сообщил источник, близкий к Кремлю. По его словам, Москва рассматривает 20-пунктный план, разработанный Украиной и США, лишь как отправную точку для дальнейших переговоров, поскольку в нем отсутствуют положения, важные для России, и он не отвечает на многие вопросы. Источник попросил не называть его имени из-за чувствительности обсуждаемой политики. Зеленский же накануне заявил о том, что желает мира, при этом в рождественском заявлении он назвал россиян безбожниками из-за обстрелов в преддверии Рождества и пожелал смерти Путину, прямо не назвав его фамилию. Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. Чтобы он сдох, скажет каждый про себя. Но, когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Мы просим мира для Украины. Мы боремся за это. И молимся за это. И этого заслуживаем. Как оцените заявление? Пишите, как всегда, в комментариях. Традиционно говорю всем вам спасибо за лайк, комментарий и подписку на канал «Время Прядко». А я продолжаю. Заявление о поражении. Россия теряет регион. Z-блогеры пытаются достучаться до Путина и пишут о большой потере. Речь о Купянске. Военкоры со ссылкой на военных ВС РФ пишут, что город под контролем ВСУ, несмотря на то, что Путину в начале декабря доложили о полном контроле над этим населенным пунктом, а он после наградил причастных медалями. Z-канал «Военный осведомитель» пишет следующее. Судя по данной карте, ВС РФ уже потеряли практически всю территорию Купянска. Видимо, унылый антикриз про фейкового Зеленского с фейковым видео со стеллы на въезде в Купинск и собственные постановочные видео контроля над городом не помогли ГВ, Запад, его удержать в реальности, кто бы мог подумать. Военблогер РФ Анатолий Радов пишет о срочном обращении к Путину и о том, что надо донести Кремлю, что ложные доклады приводят к гибели российских солдат. А Z-канал «Два майора» с миллионной аудиторией пишет, что сейчас войска заставляют подгоняться под доклады генералов Путину. Кроме того, уверяют, что Россия отводит войска с направления и пишет о провале. Для нас не так важно, что провалилась бездарно организованная психологическая операция в Купянске. Гораздо хуже, что, по сообщению наших товарищей, с направления убрали резервы. Наши не смогли нормально закрепиться даже на реально достигнутых рубежах. То есть информационно-психологической операцией про Купинск мы победили сами себя, а не противника. Спецслужбы Запада и Киева зашли в Москву. Российские Z-блогеры обвиняют недружественные страны в серии взрывов в самом сердце России. Два провоенных и провластных блогера почти одновременно опубликовали похожие посты о том, кто, по их версии, организовал недавние взрывы в Москве, в частности, где погибли двое полицейских и сам исполнитель. В обеих публикациях ответственность возлагается на Украину и ее союзников, в частности, на Великобританию. Звучит заявление об открытии нового фронта. Я считаю, что спецслужбы Украины, Англии и США пытаются открыть свой второй, диверсионный, фронт внутри России. Меня волнуют два вопроса. Один, способны ли мы быстро и масштабно этому противодействовать? Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле, не готова. Такое пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был. Чекисты, уверен, смогут поднять свой прежний большой опыт борьбы с бандподпольем и применить его по всей России. Сладков требует также ответа от силовиков РФ и о том, как работает их система поиска причастных. Другой Z-военкор пишет о боевых действиях или же войне на территории России. Очевиден издевательский почерк украинских спецслужб. Смотрите, мол, как мы можем. Киев и его британские кураторы пытаются навязать нам террористическую войну. На поле боя похвастаться нечем, поэтому подрывают тылы. Напомню, накануне украинские медиа писали, что в Москве подорвали полицейских, которые пытали украинских пленных. Об этом писало издание РБК «Украина» со ссылкой на свои источники в украинской разведке, тем самым намекая на месть со стороны Киева.
США уводят союзника Путина, Трамп запросил помощь у Лукашенко. Америка проводит выгодные Вашингтону и одновременно Минску сделки с ближайшим соратником Кремля. Об этом пишет Wall Street Journal, публикуя ранее неизвестные детали переговоров. Авторы материала уверяют, соглашение об освобождении заключенных из белорусских тюрем произошло не только в результате снятия санкций с Калийного сектора из Белавия, но еще и в ход пошло обсуждение препарата для снижения веса, которым заинтересовался Лукашенко в беседе с Джоном Коулом за обеденным столом во время переговоров в Минске. В администрации Трампа не скрывают расчета. Беларусь – тестовый кейс, пример того, какие бонусы могут быть предложены Путину за помощь в завершении войны в Украине. Администрация Трампа теперь надеется сделать Беларусь примером вознаграждений, которые могут быть доступны и Путину, его другу и покровителю на протяжении четверти века, если Россия поможет США мирно завершить войну в Украине. В итоге Путин окажется в ситуации, когда ему придется принять очень трудное решение, сказал американский чиновник. Важно, чтобы человек, которого он лучше всего знает и которому больше всего доверяет, говорил положительно о сделке. Зеленский получил тревожный доклад, и в нем о Беларуси и российском орешнике. Украинская внешняя разведка предупреждает о 3 направлениях, которые тревожат Киев. Зеленский говорит, что одно из них – это Россия, которая умеет обходить санкции. На Банково говорят, энергетические компании переписываются на фиктивных владельцев, запускаются сложные юридические схемы. Зеленский также заявляет, что беспокоит и военное производство России и внешняя помощь. Разведка фиксирует рост связей с китайскими структурами, и в конечном итоге Зеленский обратился к Западу по поводу орешника и передал послание Лукашенко. Разведка получила больше деталей по этому поводу. И важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах. Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов. В Минске при этом ответили Зеленскому, назвав его слова провокацией, и уверяют, что угрозы с Банковой их не беспокоят. К тому же Беларусь не хочет конфликта с Украиной. Зеленский ничем ответить не может. Он намекает на размещение какого-то оружия на Украине, но ничего нового киевскому режиму не дают. Любые поставки бесполезны. Запад не спешит, потому что понимает, что это никак не остановит Россию и надо будет подписывать мирное соглашение. Украине гораздо выгоднее сохранить мирные отношения с Беларусью. Ничего хорошего конфликт с нами Киеву не принесет. Самолеты спецоперации уже в воздухе. США готовят вторжение. Дополнительные силы вновь стянуты к Венесуэле. Мадуро душит экономически. Вашингтон начал очередное резкое наращивание военного присутствия в Карибском регионе. В зону переброшены самолеты спецоперации, войска и техника, что дает США прямые варианты для силового сценария против Венесуэлы. Об этом уже пишет Wall Street Journal. По данным американских чиновников и трекинга полетов, в регион прибыли не менее 10 конвертопланов, а также транспортники С-17 с личным составом и оборудованием. Эти самолеты используются элитными подразделениями для операций по проникновению, эвакуации и точечных ударов. Параллельно в регион уже стянуты F-35, самолеты радиоэлектронной борьбы, вертолеты и крупная корабельная группировка, включая авианосец и эсминцы. Напомню, США блокируют нефтяные танкеры, фактически объявили воздушное пространство Венесуэлы закрытым и не исключают авиаудары и наземные операции. В Каракасе происходящее называют открытым грабежом и попыткой смены власти, обвиняя США в стремлении захватить контроль над природными ресурсами страны. Языковой взрыв в Казахстане. Не обслужило на государственном — уволили. В республике продолжают обсуждать конфликт из-за русского и казахского языков, который вспыхнул в ресторане «Густо» на горнолыжном курорте Шимбулак. Поводом стало видео, опубликованное 23 декабря. Сотрудница заведения отказалась обслуживать клиента на государственном языке, заявив, что не обязана говорить так, как хочет клиент. Уважаю, сэр, хорошо? Я не должна разговаривать на вашем... Страна называется Казахстан. Неважно. Вы обслуживающий персонал в ГУСТу. Вы обязаны знать казахский. По словам автора видео, он лишь задал вопрос, есть ли в ресторане официант, говорящий на казахском. В ответ, как утверждается, последовали оскорбления и грубость со стороны администратора. Руководство ресторана попыталось оперативно погасить конфликт, заявив о работе на 3 языках. Ресторан «Густо» уважает законы Республики Казахстан и государственный язык. Мы обслуживаем гостей на казахском, русском и английском языках. Видеоматериал, опубликованный в социальных сетях, требует дополнительного изучения. В настоящее время проводится внутренняя проверка. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
Скандал продолжает разгораться в соцсетях, пользователи массово оставляют негативные отзывы и требуют публичных извинений, а некоторые – закрытия ресторана. На фоне резонанса предприниматели и общественные активисты заговорили о необходимости жестких штрафов за отказ обслуживать клиентов на госязыке. В ресторане при этом заявили, что после проверки сотрудницу уволили. Работай или уезжай. В Китае компании начали удерживать людей квартирами. На фоне кадрового голода китайский бизнес пошел ва-банк. В одном из промышленных городов страны сотрудникам начали дарить квартиры не за заслуги, а за выживание в системе. Условия простое и жесткое. Отработай 5 лет в компании и жилье твое. Компания из города Вэньчжоу объявила, за лояльность она передаст сотрудникам 18 отремонтированных квартир. Первые 5 уже вручены. Квартиры не символические, от 100 до 150 квадратных метров и все в радиусе 5 километров от работы. Формально подарок, по факту контракт. Работник подписывает жилищное соглашение, заселяется после ремонта, а право собственности получает только после 5 лет службы. Ремонт за счет сотрудника. Уйдешь раньше, квартиры не будет. Компания не скрывает мотивацию. В Вэньчжоу миллионы трудовых мигрантов, текучка высокая, специалистов не хватает. И здесь нужны не вчерашние выпускники, а люди с опытом техническим и управленческим. Генеральный директор Ван Цзяюань прямо говорит: цель – удержать ключевых людей, снизить операционные расходы и повысить качество управления. Председатель компании Ту Кайцун добавил, что программа также направлена на поощрение менеджеров среднего звена и привлечение высококлассных специалистов из таких городов, как Шанхай и Сучжоу, чтобы они переезжали и обосновывались в Вэньчжоу. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.